Так, мы промеряем постель блока цилиндров. Все у нас там в нулях, 0,1 соточка. На крайней 2 сотки. Стороны 0,01. Также сейчас промерим коленвал. И начнем сборку. У нас пришли запчасти. Запчасти приехали у нас Нуру. Гильзы Гёц. Других ничего не нашли. Все запчасти имеются. Будем начинать сборку. Так, подготовили мы блок. Помыли, почистили, продули. Установили новые вкладыши. Также установили вкладыши разделяй. Подготовили коленвал. Помыли, почистили, подули. Продули. Устанавливаем коленвал на свое место. Я просто так отдал нам. Ну, печки не работают. Ну, они к нам проверяли, что все. Хорошо? Мне сказали, что процент поставили, но парковку не проверили. Проверяем. Не смогли проверить. Все крутится? Придержи, чтобы он не убегал. Ну, то есть по-хорошему надо, каждый затягиваешь, провернул, там проверил. Так, подготовили мы гильзы, одели на них резиночки, подготовили также блок, перевернули, установили резиночки, смазали резинки смазочкой, устанавливаем гильзы в блок. Гильзы мы установили на свои места, смазали втулки распредвала, помыли новый распредвал, отмыли от масла. Устанавливаем мы распредвал, затем будем устанавливать ГРМ. Там слегка, смотри, он очень сильно режет, пальцы можно порезать. Отлично. Все, распредвал установленный. Давай связь шестерен ГРМ.
Установили мы шестерню распредвала, шестерню коленвала. Выставляем ГРМ. На шестерне коленвала есть две метки. Одинарная и двойная. Вот эта двойная DC16. То есть они шестерни одинаковые, но на 16-литровый двигатель. То есть V8. Там идет эта метка. А вот эта метка 12, 13, 11, 9 литров. То есть они шестерни просто одинаковые. Здесь мы уже смотрим, ищем. То есть вот эта метка, вот она, эта метка совпадает с этой. Вот так вот, да? Так. Вот он. Вот так вот. Все, это здесь. И здесь вот внутри. Вот здесь вот. Вот здесь вот. В отверстие смотришь. И здесь вот один зуб с этим, с меточкой. То есть его совпадаем вот с этой. Вот так вот. Так. Этот совпали. Там что? Сюда. Вот так, да? Угу. Так. Угу. Метка на шестерне. Кожух установили, затянули, ставим маховик. Так, подготовили мы поршня. Установили их шатуны. Поршня у нас новые. Вот так вот. Поршня у нас новые. Нуро. Поставили новые вкладыши. Гильзы установлены. Блок установленный. В таком положении. Теперь внедряем поршня в гильзы. Длинная сторона выхлопа выпускного коллектора. Замки. Понятно, да? Угу. Знак Мерседесом. Ну, тут понятно, да? Номерок к номерку. То есть чуть-чуть должен болтаться. Чуть-чуть. Ну, если зажало, то значит это уже ну, что-то нехорошо, то есть замок может сломать. Установили мы поршня, гильзы. Все у нас установлены. Также установили мы масляные форсунки на свои места. Затянули бугеля шатунов. Две масляные форсунки нам пришлось поменять, так как они задевали по поршню, работая до этого.
Установили новый масляный насос. Теперь устанавливаем промплиту. Также мы установили компрессор. Установили боковые крышечки распредвала с коромусами, частично новыми роликами. И установили переднюю крышку распредвала, он же крепление генератора и кондиционера. Устанавливаем промплиту. Установили мы поддон. Установили также дискомуфту с диффузором, ремень. Двигатель у нас собран вот такого состояния. Теперь мы его переворачиваем, ставим на ноги и устанавливаем головки, которые сейчас притираются. Так, отремонтировали мы головки, заменили выпускные клапана, направляющие, притерли, поменяли маслосъемные. Подготовили блок к установке ГБЦ. Установили прокладочки, поставили на место колечки, устанавливаем головки на места. Штанги большие надо защелкивать. Здесь ручка вот так. Мелкие просто попасть. Главное. Так, вернули нам форсуночки с Bosch сервиса. Одну форсуночку отремонтировали. Остальные все в хорошем состоянии. Ремонт не требуется. Подготовили также двигатель к установке этих форсунок. Продули колодцы. Установили в них новые шайбы. Устанавливаем форсуночки на место. Резиночки предварительно смазали солидолечком.
Так, клапана мы отрегулировали. Форсунки преднатяг выполнили. Закрываем клапанные крышечки. Устанавливаем сцепление на место. И будем устанавливать двигатель. Вот так вот мы его подвесили. Теперь устанавливаем тут проводку, подсоединяем. Все, что возможно, подсоединяем в этом положении, потом уже опускаем его на подушки. Так, друзья, двигатель мы обвязали, установили его, обвязали по кругу. Теперь мы будем устанавливать коробку передач. Так, поставили мы двигатель, установили АКПП, установили кардан, залили тех жидкости, будем пробовать первый запуск. Защиты еще никакие не ставили, прокачали мы топливо, будем пробовать охладить. Закрывает горник, поднимает обороты, поэтому обороты такие большие. Плохо прошито. Итак, друзья, закончили мы сборку данного автомобиля. Двигатель мы откапиталили, заменили гильзопоршневую группу, заменили распредвал. Дали машине поработать. Машина уже поработала несколько часов, на улице постояла. Сейчас проверяю, нет ли каких подтеков, утечек и так далее. Ставлю на место защиту, еще выгоняем, немного поработает и будет ожидать, соответственно, владельца, пока он за ней приедет. Ну, это время у нас будет немного наработать, чтобы перепроверить. Все, всем пока, всем ставьте лайки, подписывайтесь на канал.